Добрый день. Находимся мы на Биржевом мосту со стороны Петроградской стороны. С другой стороны у нас Васильевский остров, Растральные колонны, Эрмитаж. Все. Собственно, находимся на Петроградской стороне, в историческом районе, с смешным для кого-то, может быть, показаться названием Макруши, таким топонимом, наверное, еще с 18 века. В современности им мало кто пользуется, но тем не менее имеет место быть. У района как таковых четких границ никогда не было. Находился он, и находится в части, начиная где мы сейчас находимся, это вот право у нас прямо по курсу у нас там Петропавловская крепость. Основной проспект — это проспект Добролюбова. Ранее это Александровский, ранее это вообще была река Ждановка. Собственно, сами Макруши частично они образовывались несколькими островами. Это и Тучков Буян, и Ватный остров. И, собственно, часть Петроградской стороны. В ту сторону, в сторону метро Спортивной, как раз Макруши проходили, можно сказать, до Большого проспекта Петроградской стороны. Все здания, которые сейчас вдоль проспекта Добролюбова, вот мы сейчас вышли прямо на него. Как я и сказал, это раньше была река Ждановка. По левую руку это был Тучков Буян. Наверное, одно из исторических зданий, которое на нем осталось, это склады с пенькой. Первоначально были деревянные, сгорели благополучно, как все деревянное. На их месте построены двухэтажные каменные, где располагались сами склады и место для взвешивания. Торговали пенькой, прибыльное дело было. Один из купцов, который этим занимался, как раз был Тучков, построивший Тучков мост, сначала деревянный, потом вроде как договорившийся с властями о постройке каменного. Собственно, начал говорить про проспект Добролюбова, и вот все дома, которые вдоль него, это уже 19 начало 20 веков постройки. Можно сказать, современные. Хотя, еще раз повторюсь, район Макруши заселялся, застраивался изначально деревом и с 1700-х годов. Была церквушка, вокруг которой все это строилось. Опять же, первая деревянная, сгоревшая. На месте нее построена церковь из мазанка, технология. По-моему, так и называлась, мазанка на Макрушах. Ну и, собственно, потом ее сменил
князь Владимирский собор. Так, еще раз посмотрим налево. И плавно направо. Сегодня особо много говорить не буду. Будем просто идти и просто смотреть. Интересные объекты народного зодчества. Местные 3 богатыря. Куда же без реставрационных работ, без сеток, лесов. Зайдем мы сегодня, конечно же, во дворы, посмотрим на изнанку петербургской жизни. Куда же без этого? Еще нас впереди ждет одна локация интересная. И может быть не совсем свойственная для классического Петербурга. Потяну интригу, пока не буду говорить. Опять же, вот интересно, да, на каждую улицу выходишь и видно шпиль Петропавловской крепости. Шпиль крепости. Ага. Ну, поправьте меня. Мы уже на улице Блохина. Кто догадался, можете написать, куда мы идем.
Здание 1909 года. Такой вот особнячок. Чок-чок. Вот мы и пришли. Наверное, без лишних слов должно стать понятно. Собственно, это то местечко, где какое-то время работал Виктор Цой кочегаром. Попробуем чуть-чуть туда заскочить. Глянуть, что тут происходит есть. Ага. Здесь бар и концерты. Собственно, можно зайти выпить, закусить. А мы двинемся дальше. Гулять по Мокрушам. Ну, наверное, половину Мокруш мы уже прошли. Плюс-минус. Наверное, забыл упомянуть или озвучить, почему Мокруши. Что за топоним такой? Ну, все здесь прозаично и без подвохов. Считалось место низменным, мокрым от этого. Даже при самых минимальных паводках или после дождей, подъемы воды в Неве. Эта местность регулярно подтапливалась. Была мокрым. Ну, что, собственно, и дало ей такое имя. Сейчас локация шикарная, конечно, для жизни, наверное, в первую очередь. Вот район Петроградки со всеми отсюда вытекающими плюсами, конечно, минусами.
их сам для себя определяет. Название этой улицы Зверинская, Зверинская, как кому будет удобно. Рядышком и Зоологическая. Скорее всего, непосредственное влияние на название этих улиц повлиял близость к Ленинградскому зоопарку, что сейчас за нашей спиной. А мы двигаемся в сторону Большого проспекта. И тоже интересный момент. Когда я о нем узнал, у меня возник вопрос, как так? Неужели это правда? Но люди писали на бумаге. Осталось. Как я и сказал, Большой проспект, современный Большой проспект, это была уже, наверное, окраина, граница города. С этой стороны дальше уже был дремучий лес. И как писали, зимой, в холода, из леса приходили волки. И, собственно, дабы от них каким-либо образом защищаться, на месте современного Большого проспекта был построен палисад, то бишь забор. Что ты будешь? Где бы нам перейти? Был построен палисад, забор, дабы зимой как-то оградиться от волков. Сейчас в это трудно поверить, невозможно представить, ибо город вырос, ибо какие волки. Но посмотрите, вот везде же, везде лето идет реставрация. Где-то фасадов, где-то крыш. Сохраним наш город. Отлично. Кто ж против? Никто. Опять вот классические. Ну, тут такой полудвор-колодец, но кому-то повезло не совсем. Окна в окна, но капельку света имеет своего. Опять вот мы видим, здесь была плитка глазурированная, которая с особым старанием уже закрашена. Так, бежим, 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 бежим. Заканчивайте переход.
прекрасно. Тут, конечно, есть вывеска, гласящая, что здесь Росреестр. Ну, неплохо, неплохо. Кто-то такие себе особняки строил. Опять же, вот обратите внимание на исполнение каждого кирпичика. Делают ли так сейчас? Или та же самая вот глазурированная плиточка. Вот мы и подошли как раз к Большому проспекту. Вот можете представить, что так вот заборчик был, а там лес. Собственно, как уже говорил, повторюсь чуть-чуть про Тучков мост. Первоначально он был деревянный, длиною 2,5 километра, связывающий Петроградскую и Василеостровскую стороны, тогда еще Петровскую сторону, не Петроградскую. Каменный мост, можно сказать, в разы короче.
по правую руку вот с этими большущие фонари. Это у нас стадион Петровский. А по левую, за деревьями, собственно, за деревьями мы сейчас увидим князь Владимирский собор. Вот виднеется. Изначально, по-моему, он был однокупольный, но потом его перестроили в пятикупольный. Здесь мы уже как раз идем мимо входа станции метро Спортивная. И опять мы на проспекте Добролюбова, с которого и начали. И вот по правую руку у нас, по сути, остался такая интересная тоже локация, на которой спорткомплекс юбилейный, построенный, не соврать бы, в 1967 году, а до этого на всей этой локации, на всем пучковом буяне были оранжереи и питомники. Еще советские люди их застали. Здесь, говорят, красивейшие места, но... А за ним как раз и находится то здание, единственное оставшееся историческое, склады Пеньки, по сей день стоит. Ну и, наверное, зафиналим сегодняшнюю прогулку, все-таки дойдя до князь Владимирского собора. Кто смотрел предыдущие видео, уже видели, кто нет, рекомендую посмотреть. С этого места мы как раз начинали прогулку по Петроградской стороне в целом. Вот, и опять у нас там прямо по курсу шпиль Петропавловки. Все. Подписывайтесь. Очень жду ваших лайков. Надеюсь на вашу помощь в продвижении канала. Спасибо, что были со мной. Всего доброго.